Добрый день! Сегодня будем печь быстрый мультизерновой хлеб. Он условно быстрый, чуть-чуть быстрее, чем обычно, за счет того, что я не делаю опару. У меня освеженная закваска, и мне надо 150 граммов воды. Закваска у меня осталась от другой выпечки, и я решила сделать этот хлеб, не делая опару. Закваски сюда пошло 85 граммов, 150 граммов воды. Я добавлю ржаной цельнозерновой муки 80 грамм и 170 грамм пшеничной муки высшего сорта. Буду замешивать все сразу, потому что, как я уже сказала, это у меня быстрый хлеб. Добавляю мочку из льняного семени. Здесь порядка 30 граммов семян. Добавлю вот такую горсточку семян подсолнечных. Я сейчас вижу на весах, что это 15 грамм подсолнечных семян. И добавлю тоже горсточку кунжутных семян. Сейчас скажу вам, сколько граммов. Здесь я не придерживаюсь какого-либо строгого рецепта. Я просто спонтанно решила сделать такой хлеб, потому что у меня есть все эти ингредиенты, и мне так захотелось. Итого кунжутного семени 10 граммов. Добавлю немного соли, граммов 7. И думаю, что несколько граммов меда тоже не повредит в этом хлебе. Все, я очень быстро добавила все ингредиенты и начинаю замес. Влажность этого теста составляет около 60%, чуть-чуть выше. Помогаю себе скребком при замесе. Я уже говорила, что это удобно, когда тесто еще влажное, липкое. Скребок нам помогает все смешать в единый ком. А дальше, когда мы все смешали, можно уже перейти и к ручному замесу. Тесто мягкое, нежное, мне нравится. Продолжаем замес на столе. Сильно упорствовать не надо, потому что тесто мягкое. Подстилайте муки на начальной стадии замеса. Чем дольше вы месите, тем меньше оно липнет. И плюс чуть-чуть из подстилаемой муки тесто, конечно, в себя еще возьмет. И таким образом продолжаем ручной замес порядка 10-15 минут. Из-за того, что я тесто не проводила аутолиз, оно у меня достаточно такое грубое даже после замеса. Поэтому после основного замеса я его оставляю на несколько минут. Минут 10-15 оно отдохнет, и я его подмешаю. Тесто у меня немного полежало. Такие вот отлежки в процессе замеса, они позволяют тесту стать более однородным. Сразу видите, как оно меняется. Но сразу становится совершенно другим ощущением. Отличное. Все, у меня приготовленная миска, смазанная маслом. Укладываю в миску, накрываю пленкой. Бродить оно будет примерно 3 часа. Поскольку это тесто более быстрое, чем у меня обычно, я поставлю его чуть теплее, чем обычно выбраживаю. При температуре 26 градусов примерно я его оставлю. Буду наблюдать, думаю, может быть, даже 2,5 часа хватит. Но, думаю, 3 часа будет оптимально. Может быть, сделаю одну обминку, посмотрю в процессе. А пока оставляю бродить при достаточно высокой температуре 26 градусов. Тесто мое подошло, брожение его закончено. Я думаю, что хватит ему уже бродить. Хорошее оно волокнистое, пронизанное мелкими все порами. Я его взвешу. 573 грамма. И делим пополам. Я поделила пополам на 2 части. Сейчас сделаю формовку. Выполняю самую простую формовку. Не буду сильно заморачиваться. Сворачиваю рулетом, переворачиваю и еще раз сворачиваю рулетом.
Подпыляю мукой. Так, и второй. Сворачиваю рулетом, переворачиваю и еще раз сворачиваю рулетом. Опять же легкий подпыл муки. И у меня получилось 2 мини-буханочки. У меня форма на 3 ячейки, но на этот раз у меня всего 2 заготовки, поэтому смазываю маслом 2 ячейки. Простое обычное растительное масло. Тщательно промазываю все стенки. Я промазала форму. Беру мисочку. Смешиваю семена кунжута, подсолнечника, тмина. Все 3 вида перемешиваю до однородности. Беру смазанные формы и обсыпаю донышко и стенки. За счет того, что у меня стенки смазаны маслом, к стенкам тоже приклеивается достаточное количество семян. Ну, конечно, все равно основная часть будет на дне, но это не страшно. Красиво обсыпаем и укладываем наши заготовки в ячейки. Получилось вот так. Накрываю полотенцем. Заготовочки маленькие, не надо ждать, когда они поднимутся до верха. Скорее всего, этого не произойдет. До увеличения в 1,5-2 раза будет достаточно. Я думаю, что на это потребуется примерно 1,5 часа. Накрываю и убираю в теплое место. Мои мини-буханочки подошли. Напоминаю, что они у меня такие маленькие, потому что я использовала остатки закваски, которые приготовила для других рецептов. Вот закваска осталась, и я быстро замесила вот такое вот тесто. Решила сделать 2 маленьких мультизерновых хлебушка. Я думаю, что они будут удачные. Сейчас я разогреваю духовку на 240 градусов. Поставлю пар в самом начале в сковороду на дно. Минут на 10-15, потом понижу температуру до 210 и буду допекать. Мультизерновой хлебушек испекся. Ух ты, как много семечек. Мои маленькие мультизерновые хлебушки испеклись. Сейчас я смажу их кисельком. У меня уже заваренный киселек из картофельного крахмала и воды. Я делала его в микроволновке. И сейчас мы смажем корочку, чтобы она была красивой и глянцевой. Все, оставляю его остывать. Потом разрежем и посмотрим, какой он внутри. Сейчас разрежем наш маленький хлебушек. Он очень мягкий, очень воздушный. Смотрите, какой чудесный мякиш. Конечно, такой хлеб можно делать в любом формате, крупнее, мельче. Просто у меня оставалось только закваски, у меня получились такие маленькие хлебушки. В следующий раз сделаю больше. Очень вкусный ароматный хлеб, всем рекомендую. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.